Трейдинг с рекламных баннеров вам кричат, что это чуть ли не единственный способ вырваться из бедности, обрести финансовую свободу и сделать быстрые деньги. А ваши родственники и знакомые, вероятно, скажут, что это сложная и рискованная игра. Так что же это на самом деле и можно ли заработать, торгуя акциями или криптой? Сегодня я покажу вам мир трейдинга из-за кулис и расскажу то, о чем молчат брокеры, блогеры и криптобиржи. Меня зовут Юрий Овчаров, это мой канал Криптослон. Мы очень старались для тебя при создании этого фильма, поэтому я хочу попросить тебя помочь распространить это видео. Для этого прямо сейчас поставь, пожалуйста, лайк этому видео и подпишись на мой канал, так ты поможешь продвижению. А если тебе не понравится этот ролик, в конце сможешь убрать лайк и отписаться, если тебе не зайдет. Ну а если понравится, то обязательно покажи это видео своим друзьям, тем, кто инвестирует, торгует или думает заняться краткосрочной торговлей внутри дня там, или внутри недели. Ну что, точно поставил лайк? Тогда начинаем. Недаром я назвал это видео разоблачение, потому что в нем мы раскроем схему по отъему денег у населения, которая по факту является ничем иным, как игорным бизнесом, замаскированным под источник получения дохода. И покажу тебе всех участников этой пищевой цепочки, которые вешают тебе лапшу с голубых экранов и уютных студий, а по факту кормятся за счет тебя, мой дорогой зритель, ведь именно ты стоишь в самом низу этой цепочки. Ради этого сегодня я пригласил 3 разных спикеров, которые работают в сфере, так или иначе связанной с инвестициями. Они поделятся своим видением по этой проблеме, а также мы рассмотрим серьезные научные исследования, и я сам поделюсь своим личным опытом дейтрейдинга и о том, почему я отдаю предпочтение позиционной торговле и инвестированию и стратегиям более долгосрочным, и что делать лично вам, как не потерять ваши кровно заработанные и еще при этом постараться приумножить. Но сначала, что же такое дейтрейдинг? Дейтрейдинг — это спекуляции внутри дня, когда мы пытаемся купить и продать акции, криптовалюты, фьючерсы, товары, валютные пары, неважно, какой-то актив на финансовом рынке, мы пытаемся спекулировать внутри дня, купить, допустим, дешевле и продать дороже, либо заработать на понижении, но мы ловим короткие колебания внутри дня. Это требует от трейдера максимальной концентрации и способности принимать решения на лету. Но за внешней динамичностью скрывается высокорисковый финансовый процесс, который не всегда приводит к желаемому результату. Преимущества дейтрейдинга звучат заманчиво: потенциально высокая доходность и возможность избежать влияния долгосрочных и среднесрочных финансовых циклов на рынке. Очень часто именно это используется в качестве рекламного слогана: зарабатывай на любом рынке, как на падающем, так и на растущем. Но реальность может оказаться куда менее радужной. Большинство трейдеров теряют деньги, и лишь немногие достигают стабильного успеха. Но сейчас мы поговорим о том, почему именно я задумался об этой проблеме. Я, как и многие, пришел в инвестиции через трейдинг. Тогда я был на первом курсе универа, искал себе подработку, была популярна тема с IQ-опционами и вот всякое такое, и я решил попробовать. На дворе стоял 2014 год, я был студентом, у меня было немного денег, и я загнал свои первые 5000 рублей на платформу, чтобы начать торговать. И благополучно слил их за первые пару дней. И уже только потом я узнал, что в принципе торговать не обязательно, и можно просто заниматься инвестированием, то есть на более длительном горизонте, и тоже приумножать свои деньги. Ну и для того, чтобы зарабатывать в этом рынке, спекулировать не обязательно. Новички меня сейчас не поймут, в чем разница между инвестициями и спекуляциями, поэтому я бы хотел процитировать Уоррена Баффета, знаменитого инвестора. Когда я покупаю акции, меня не волнует, закроется ли завтра фондовый рынок на пару лет, потому что я ищу бизнес, Кока-кола или все равно что, чтобы получить от него в будущем отдачу. Рынок дает нам возможность спекулировать за счет огромного количества ликвидности, то есть за счет огромного количества желающих купить и продать те или иные акции и большого количества заявок в биржевом стакане. То есть мы за пару кликов можем легко купить или продать акцию компании, ну то есть по факту долю в бизнесе. Но подумайте вот о чем: покупка или продажа бизнеса — это серьезное решение, прямо как покупка дома. Ответьте себе вот на какой вопрос: вы бы стали покупать квартиру с целью продать ее через 15 минут дороже? Думаю, вряд ли.
видели, но квартиры не такие ликвидные, как акции. Вы заплатите комиссию риэлтору, заплатите комиссию сервису, на котором разместите объявление, будете какое-то время искать покупателя, тратить свое время, ходить показывать квартиру. То есть чисто технически вы не сможете купить квартиру и продать ее через 15 минут. У вас идет на это какое-то время, как правило, в среднем хотя бы месяц или даже более. Зато такую возможность дает фондовый рынок, он позволяет в пару кликов купить и продать долю в трасте недвижимости. Иными словами, спекулировать. Но нужно ли вам это делать? Инвестиции — это осознанный выбор в покупке долгового обязательства, то есть облигаций, акций или доли в бизнесе, валюты, криптовалюты, недвижимости или какого-то товара, такого как золото, например. Покупки на какое-то время с целью заработать, потому что вы верите в этот актив. Верите в то, что золото подорожает, недвижимость принесет доход за счет подорожания из-за инфляции, а также за счет того, что вам будут платить аренду арендодатели. Акции могут выплачивать дивиденды, то есть фактически это бизнес делится с вами своей прибылью как с собственником. Видите, вы являетесь собственником определенной доли в этом бизнесе. Ну и также акции могут расти в цене из-за переоценки компании. Например, компания расширяет производство, у компании растут продажи, у компании растет выручка и более хорошие отчеты. Из-за этого инвесторы верят в этот бизнес, и он растет в цене. Также по облигациям вы можете получать купонный доход. Иными словами, проценты по этому долговому обязательству. А биткоин растет за счет того, что у него ограниченная эмиссия 21 миллион монет, и при этом спрос на криптовалюту растет, то есть все больше и больше людей приходит в этот рынок и все больше желающих его купить, при том, что самого биткоина больше 21 миллиона монет не станет. Есть и другие причины роста криптовалютного рынка и других монет, не только биткоина. Мы не будем об этом говорить в этом видео, я уже много рассказывал об этом в других своих роликах и на канале, поэтому кто не верит в крипту или не знает, в чем ценность криптовалюты, обязательно посмотрите другие мои ролики, почитайте информацию, погуглите. В этом видео я не буду на этом останавливаться, об этом и так уже было сказано многое. Спекуляция — это, например, покупка актива с целью продать его дороже в краткосрочном интервале времени. Например, купить утром по 100, а продать по 105 с целью заработать за счет разницы, за счет вот этой вот волатильности. Пусть забрать небольшую прибыль, зато сегодня, чем ждать большой прибыли, но через 10 лет. Я не буду останавливаться на том, что зарабатывать можно и на падении за счет шорт-позиций. Инвестирование подразумевает все-таки какую-то продолжительность. Мы удерживаем актив какой-то промежуток времени, минимум квартал или полгода, а как максимум десятилетия, или даже передаем активы по наследству. Мы верим в этот актив и верим в то, что его ценность будет расти с годами. В то же время, как в торговле, мы уходим от фундаментальной ценности того или иного актива, и нам важно лишь изменение цены в краткосрочном интервале. Совершенно не важно, чем торговать, важно, чтобы цена изменялась, и мы угадывали, как она изменится. В общем, после моего неудачного опыта в трейдинге я начал изучать инвестиции и развивался в этом направлении. Стал консультантом по инвестициям в фондовый рынок, а потом и индивидуальным консультантом премиальных клиентов, и это все еще до того, как я пришел в рынок крипты. Но все-таки меня манила идея о том, что можно лежать на пляже, пить пина-коладу и в пару кликов зарабатывать месячную зарплату работяги. Я хорошо изучил технический анализ, и у меня получалось делать достаточно верные прогнозы, но все-таки на каком-то определенном горизонте времени, а не внутри дня. Само собой, после того, как я пришел в крипту и стал зарабатывать на инвестициях, мне захотелось освоить трейдинг, снова попробовать вернуться в эту тему. Тем более, что в крипте колебания цены очень сильные. То есть, например, криптовалюта может вырасти или упасть за сутки, например, на 20%. И если мы к этому еще подключим кредитное плечо, даже стандартное 10-е плечо, то это уже возможность заработать плюс 200% в день к своим вложениям. Ну, вложениям в эту позицию, конечно же, я имею в виду. И знаете что? У меня получилось. Один раз я разогнал капитал в 10 раз в течение месяца. А второй мой результат хоть и был хуже, но прибыль тоже была вполне приличная. И в обоих этих случаях я зафиксировал прибыль и позволил себе внеплановый отпуск. Так в чем же подвох? Этим летом мне попалась книга 80-20, принцип Парето. Про принцип я знал, но не знал, насколько широко его можно применять. И я решил применить его к своим способам заработка в криптовалюте. После прочтения книги я проанализировал все стратегии в крипте, которые я использую. Глобально их 12 штук. Если же углубляться в детали, то их гораздо больше. И сразу сделаю такую ремарку. В рынке криптовалют я 4 с лишним года, и я думаю, это достаточно длительный промежуток времени
для того, чтобы уже делать какие-то выводы о том, эффективна или неэффективна та или иная стратегия. И знаете, что я обнаружил? Из этих 12 стратегий почти все принесли мне прибыль на длительном горизонте. Ну, то есть какая-то из стратегий могла уходить в минус в моменте, но по итогу всей моей инвестиционной деятельности в крипту почти все стратегии дали мне прибыль. Почти все, кроме краткосрочных спекуляций. Трейдинг подпортил мне общую картину, и мой итоговый результат в совокупности мог бы быть лучше, чем он есть сейчас, если бы я не тратил столько денег и времени на торговлю. И это все даже с учетом тех двух благоприятных периодов, когда мне удавалось заработать очень хорошие деньги. На самом деле я и раньше знал, что трейдинг дает результаты хуже, чем инвестирование на длительном горизонте. Об этом говорил даже мой наставник по трейдингу, когда я учился, и вообще это общеизвестный факт, что на дистанции пассивные инвестиции приносят финансовый результат лучше, чем спекуляции. Это общеизвестный факт в мире инвесторов, в мире трейдеров. Если вы не знаете, я не буду на нем подробно останавливаться, тоже можете поискать. Именно поэтому я не рассматривал для себя трейдинг как основную стратегию для заработка, а рассматривал как стратегию получения дополнительного дохода для того, чтобы закрыть какие-то свои потребности, свои хотелки. Например, я финансово грамотный, я сколько-то зарабатываю с рынка, например, криптовалют, сколько-то зарабатываю за счет какого-то активного дохода, я работаю в фирме или я консультирую людей, и я хочу иметь доп. Доход на какие-то свои хотелки. И я думал, что я буду торговать, зарабатывать дополнительную вот эту сумму и позволять себе, ну, как я говорил уже в примере, например, поехать в отпуск внепланово и провести хорошо время. И я был готов к тому, что при этом на дистанции результат будет хуже, чем если бы я просто инвестировал. Зато в какие-то моменты моя жизнь будет более яркой. Но, признаюсь честно, я не ожидал, что моя краткосрочная торговля приведет скорее к сливу, нежели к заработку, если рассматривать более длительный горизонт вот этой деятельности. Я скажу сразу для тех моих зрителей, которые учились у меня на программе CryptoInvest 2.0, у нас был раздел, посвященный углубленному техническому анализу. И как одну из 12 стратегий получения дохода мы, конечно, разбирали и трейдинг. Причем в этой теме мы разбирали различные стратегии, не только внутридневной торговли, но и более позиционной. Разбирали различные индикаторы, продвинутый технический анализ, торговлю ботами и так далее. Глупо это отрицать, интернет помнит все, и я не буду как-то умалчивать или пытаться обходить стороной эту тему. Однако я всегда говорил и своим студентам, и своим подписчикам, что трейдинг не мой основной источник дохода. Всегда говорил, что это ситуативная история. Всегда говорил, что мы изучаем в первую очередь инструменты углубленного анализа, которые нужны нам как инвесторам. И поскольку трейдеры используют ровно те же инструменты, то и темы трейдинга мы также касались. Мое обучение больше, чем просто трейдинг. Трейдинг составлял лишь где-то 10% от всего материала моего курса, а внутридневная торговля в этом материале составляла и того меньше. Обучение очень объемное и основательное. Кто ко мне не прислушался и отправил все свои деньги на торговлю с плечом и слил их, тот сам виноват. Вообще в инвестициях конечная ответственность всегда лежит на инвесторе, на том человеке, который совершает сделку. Если кто-то к этому не готов, хочет найти виноватого и перекладывать ответственность, тот пусть, пожалуйста, закроет это видео, влепит дизлайк и отпишется от моего канала. Я, если честно, не расстроюсь, только вздохну с облегчением. Но в конце концов я задался вопросом, а реально ли вообще зарабатывать на краткосрочных спекуляциях? Вернее, заработать-то реально, я сам это делал несколько раз. Но реально ли сделать это хоть сколько-нибудь стабильным источником дохода? Как говорят в каждом рекламном баннере, зарабатывай на любом движении рынка. Хоть в рост, хоть в падение. Так вот, есть ли в принципе люди, которые на дистанции зарабатывают деньги за счет таких вот краткосрочных спекулятивных сделок? И это мне не хватает компетенции, внимательности, хладнокровия. Или же на трейдинге в принципе невозможно заработать. Какова статистика? Оказывается, на эту тему уже есть научные исследования, прямо серьезные научные статьи. Ссылочки на эти статьи я оставлю в описании к видео. Кому интересно глубже изучить тему, можете прочитать. Они на английском, но поверьте, там очень интересно. Ну а мы с вами коротко разберем эти исследования, чтобы разобраться, реально ли все-таки зарабатывать на трейдинге или нет. Сразу скажу, что мы будем рассматривать торговлю внутри дня, то есть интрадей трейдинг и скальпинг под эти исследования попадает. Не думаю, что торговля внутри недели сильно
отличается. Однако исследований на эту тему я не нашел. Если такие есть, буду рад, если поделитесь ими в комментариях. Мне будет приятно с вами это обсудить. Те исследования, которые мы с вами рассмотрим, посвящены торговле на фондовом рынке. Но опять же, я не думаю, что торговля валютами, криптовалютами, товарами или иными активами сильно отличается. Ну, просто потому, что используются плюс-минус одни и те же индикаторы, стратегии и одни и те же законы спроса и предложения. Первое исследование вы видите сейчас на экране. Исследуется очень длительный интервал времени с 1992 по 2006 год. Это 14 лет. Ученые изучили трейдеров азиатского рынка Тайваня, и согласно этому исследованию лишь менее 1% всех дейтрейдеров удается стабильно зарабатывать на дистанции на любом рынке. Исследование охватывает примерно 450 тысяч тайваньских трейдеров, и на первый взгляд утверждается, что около 20% трейдеров забирают с рынка прибыль. Однако все не так просто. Если исключить из этого исследования случайных трейдеров и оставить только тех, кто стабильно длительное время торгует, то окажется, что стабильно прибыль зарабатывает лишь 1% трейдеров, а остальные 19% это просто счастливчики, которые в удачное время зашли в рынок и забрали прибыль, или не занимаются трейдингом на постоянной основе. Все-таки нужно помнить, что законы статистики работают на больших числах. Что это значит? Если вы подбросите монетку 10 раз, то есть не нулевая вероятность, что все 10 раз вам выпадет орел. А вот если вы проделаете тот же эксперимент и подбросите монетку 100 раз, то вероятность того, что вам все 100 раз выпадет орел, она уже стремится к нулю. Здесь то же самое. Когда вы торгуете недолго, вам может просто повезти. Когда вы торгуете достаточно длительное время, вы получаете более объективную статистику. И статистика в нашем исследовании не на стороне трейдеров. Иными словами, случайно влететь в рынок и попробовать немного поторговать – неплохой способ проверить свою удачу. Но это точно не способ стабильно на этом зарабатывать. Но все-таки есть же 1% трейдеров, которые стабильно зарабатывают на дистанции. Значит, можно научиться и попытаться попасть в этот процент. Но тут тоже не все так просто. Для этого давайте рассмотрим наше второе исследование. Оно уже охватывает бразильский рынок, но отвечает на вопрос, а сколько же можно зарабатывать на дейтрейдинге. Исследование охватывает трейдеров, которые торговали на бразильском рынке с 2013 по 2015 год и которые торговали больше, чем 300 дней. Ну, то есть, чтобы хоть как-то это соотносилось со стратегией дейтрейдинга. Так вот, 97% из них потерпели по итогу убытки, и лишь 1,1% заработали прибыль больше минимальной зарплаты в Бразилии. Звучит уже не очень оптимистично. Авторы статьи проанализировали более 1500 трейдеров, торговавших более 300 дней в указанный период, и лишь 17 человек из них имеют среднестатистическую прибыль больше $16 в день. То есть, это примерно $448 в месяц или меньше 50 тысяч рублей. При этом я хочу сделать акцент, что это интенсивная внутридневная торговля. То есть это прям полноценная работа, полноценная концентрация. То есть сравните рекламный лозунг «Зарабатывай на трейдинге, лежа на пляже и попивая пиноколаду», уделяя торговле лишь пару часов в день, с другим более реалистичным утверждением. Стрессовая работа full-time с серьезным уровнем понимания рынка и аналитики с зарплатой меньше 50 тысяч рублей. В этом исследовании из 17 человек есть и те, кто зарабатывает больше $100 в день. Таких всего 7. То есть из 1500 лишь 7 человек зарабатывают больше $100 в день. Но и здесь не все так просто. И стандартное отклонение таких трейдеров составляет от $500 до 3500. То есть это означает, что в какой-то из дней трейдер получает убыток $500, а в следующий день прибыль 700. И в среднем получилось, что за 2 дня он заработал 200, то есть в день по $100. Чтобы быть еще ближе к реальности, давайте рассмотрим такую ситуацию. Первый день убыток $1000, второй день убыток еще $1000, третий день убыток $2000, а четвертый день прибыль $4400. Получается, что за 4 дня трейдер заработал $400 в день, как бы по $100 он зарабатывал. Такие финансовые и эмоциональные качели, как по мне, очень стрессово и неразумно, а потому неоправданно. Также многие из вас, наверное, слышали такую тему, как копи-трейдинг или стратегии исследования. Биржи и брокеры часто продвигают такую услугу. Тебе не нужно учиться и разбираться в рынке, просто подпишись на опытного трейдера, а он будет торговать за тебя. Как правило, такие трейдеры берут себе небольшую комиссию, но только с прибыльных сделок, то есть
есть, если трейдер будет торговать в убыток, то он ничего с этого зарабатывать не будет. Звучит интересно? А теперь я приоткрою завесу тайны, как же зарабатывают такие трейдеры. Предположим, у вас есть $1000, а биржа платит вам 10% за каждую успешную сделку с прибыли клиентов, которые на вас подписались. И вы убедили, ну не знаю, допустим, 20 человек проинвестировать по $200. Ну, вроде не такая большая сумма. Получается, это 10 тысяч проинвестировали люди. Вы заходите в позицию, берете 20-е плечо и забираете 5% движения цены. Таким образом, ваша прибыль 100%. К вашей 1000 вы заработали еще 1000. Честно? Честно. Но общая сумма инвестиций ваших подписчиков $10 000. И они заработали тоже 100%, то есть 10 тысяч. И 10% с прибыльных сделок они должны отдать вам. Таким образом, вы заработали уже не $1000, а $2000. Таким образом, если вам немного повезет и вы покажете хорошую статистику, вы получите большое количество подписчиков по вашей стратегии и большую сумму ликвидности. И за счет прибыльных сделок с этой ликвидности вы будете зарабатывать гораздо больше, чем за счет того, что вы наторговали сами самостоятельно. А значит, вы можете использовать самые безумные стратегии и самые неадекватные соотношения риска и доходности. Ну, подписано на вас, например, $100 000. Сделали вы прибыль 100% и заработали уже десятку при собственных вложениях $1000. Риск-ревард 1 к 10, даже 11 к 10. Либо вы зарабатываете свою 1000 и десятку сверху комиссионных, либо вы 1000 просто теряете. Отличное соотношение риск-доходность. Но только не для подписчиков по вашей стратегии. Давайте теперь посмотрим реальные скриншоты по стратегии копи-трейдинга с криптобирж, которые биржа предлагает. Здесь вы видите трейдеров, которые сейчас в топах, и у них довольно хороший доход, ничего не предвещает беды. Есть даже трейдер, который достаточно стабильно увеличивает депозит на протяжении 90 дней. А вот тут вот трейдеры, которые в топах были раньше, у них что-то пошло не так, депозиты они слили, сидят в минусах, но это еще ничего, они хотя бы не кинули своих подписчиков и пытаются отыграться. Посмотрите на эти скриншоты, люди просто слили депозит и ушли, видимо, создали новые аккаунты или даже купили аккаунты у азиатов в развивающихся странах, подставные, зарегистрированные на их документы, и занялись тем же самым, но уже заново, с чистого листа. А своих подписчиков тупо кинули с убытком 100%. В защиту позиционной торговли приведу следующее исследование, которое охватывает длительный промежуток времени с 1999 по 2023 год. Этот период также был разбит на 3 интервала. Интервал с 2003 по 2019 год, как самый длительный интервал, в котором были представлены периоды роста, падения, рецессии, эйфории и так далее. Период с 1999 по 2002 и с 2020 по 2023, как отдельные такие периоды, где была повышенная волатильность и образовывались пузыри, падения и так далее. Справедливости ради, авторы анализировали лишь один актив акции QQQ, это ETF-фонд на крупнейшие IT-компании США, который очень сильно похож на индекс NASDAQ. Поэтому в чистом виде назвать это позиционной торговлей я не могу, но авторы сравнивали стратегию, основанную на инвестиционных индикаторах, на совокупности инвестиционных индикаторов, и стратегию открытия и закрытия таких вот позиционных сделок со стратегией купил и держи, где мы бы просто покупали и удерживали актив. И как вы видите, результат от такой позиционной торговли действительно в 2 раза лучше, чем результат от стратегии купил и держи. И поскольку такая модель существует и она работает на данном активе, значит поиск подобных моделей и поиск подобных позиционных стратегий это не бессмысленное занятие, которым есть смысл заниматься. Но опять же повторюсь, пока что это одно конкретное исследование по конкретно одному активу, пусть и очень подробное и с большой такой хорошей статистикой. И все-таки это скорее дополнение к инвестиционной стратегии. Доходность тут 16% против доходности по стратегии купил и держи 8%. И это все равно доходность, которая сопоставима с инвестиционными доходностями, а не те баснословные проценты и та космическая доходность, которую обещают трейдеры. Иными словами, ваша сотка долларов при доходности в 16% годовых в $1 000 000 превратится очень не скоро. А за год это будет всего лишь $116. Ознакомившись со всеми этими фактами, я принял для себя окончательное решение навсегда уйти из дейтрейдинга. И в первую очередь сообщил об этом своей команде и также резидентам нашего закрытого инвестиционного клуба. Это решение далось мне нелегко, и я жалею о том, что не наткнулся на подобные исследования раньше. Вообще, после того, как я все это изучил, передо мной встал моральный выбор. Делать вид, как будто ничего этого не было, продолжать рассказывать про трейдинг как про один из способов получения дохода и иногда давать сигналы на фьючерсах, которые иногда бы давали хороший профит, и я бы им хвастался, иногда бы они давали убыток,
убыток и так и продолжать заниматься этой деятельностью, которая, как мы выяснили, абсолютно неэффективная. Ну и, конечно же, зарабатывать с этого с партнерских комиссий с бирж и продавать людям надежду на лучшую жизнь. Или второй вариант — снять об этом умное кино, которое поможет хотя бы нескольким людям сохранить их кровно заработанные деньги. Я пообщался с разными людьми, работающими в сфере инвестиций, и уговорил их на интервью. Это трейдер из моей команды, эксперт-консультант по инвестициям в фондовый рынок и финансовой грамотности, и менеджер управляющей компании. Вместе мы решили разобраться в том, есть ли правда в этих исследованиях, и если да, то кому это выгодно. Сразу скажу, что для прогнозирования цен интрадей чаще всего используют инструменты технического анализа. Дальше мы будем много об этом говорить. Для новичков скажу, что это такие виды анализа, которые позволяют, глядя на цену актива, сделать вывод о том, куда цена пойдет дальше, вверх или вниз, основываясь на статистике по факту. Сюда же относятся и трендовый анализ, и индикаторный анализ, и волновой анализ, и даже Smart Money, и любой другой вид технического анализа. И да, любители Smart Money, не надо, пожалуйста, в комментариях мне писать о том, что Smart Money это не технический анализ. Любой анализ, в основе которого лежит статистический анализ данных цен, их производных и иных биржевых данных, является по сути техническим анализом. Откройте любой учебник, да хоть даже определение в Википедии, и не вводите людей в заблуждение, а то есть некоторые умники. Я взял интервью у 3 своих коллег в сфере инвестиций. У эксперта по инвестициям в фондовый рынок и по финансовой грамотности Елены Флоринской. Елена также ведет свой блог, и ссылка на нее также в описании к этому видео. Также мы с вами пообщаемся с Екатериной Шадеевой, она трейдер из моей команды, и узнаем ее мнение касательно интрадей торговли. И еще я взял интервью у менеджера одной из управляющих российских компаний. Это такие компании, которые управляют инвестиционными портфелями на фондовом рынке на профессиональном уровне. Ну, такими портфелями, которые состоят, например, из акций, облигаций или даже недвижимости. Менеджер управляющей компании по понятным причинам пожелал остаться анонимным, чтобы иметь возможность говорить открыто. Поэтому мы с вами назовем его Василий, но имя, конечно же, не настоящее. В общем, все приглашенные спикеры, с кем я поговорил, склоняются к тому, что на дейтрейдинге заработать невозможно, и вот как они аргументируют свое мнение. Лена, привет! Привет! Слушай, расскажи, чем занимаешься для наших зрителей. Возможно, самые ранние зрители еще помнят тебя по нашим совместным эфирам по фондовому рынку. Расскажи, чем занимаешься сейчас. Сейчас я учу людей долгосрочным инвестициям в фондовый рынок. Учу финансовой грамотности прежде всего. У меня есть интенсив по шагам к накоплениям. Ну и у меня большой курс по инвестициям. Я учу инвестировать в фонду. Плюс веду свой блог в Инстаграм. Насколько я знаю, вот и ты сама это сказала сейчас, ты обучаешь именно долгосрочному инвестированию. Как я понимаю, ты не обучаешь трейдингу. Расскажи, пожалуйста, об этом. Во-первых, это честно обучать людей тому, в чем разбираешься, это раз. А во-вторых, во что веришь. Я верю в долгосрочные инвестиции, я верю, что с их помощью можно улучшить свое финансовое положение, можно накопить себе там определенный капитал. То есть это как способ сохранения денег и их увеличения лучше, чем пойти в банк положить их. Но я не верю в трейдинг именно так, как я предлагаю своим студентам ходить на работу, заниматься там своей жизнью, прийти, понажимать кнопочки, потрейдить, 15 минут перед сном, и с этой помощью разбогатеть. Поскольку в это я не верю и сама не умею это делать, и мне кажется, что немного людей, которые вообще в мире, которые могли бы за 15 минут в день что-то делать подобное, поэтому я и этому и не учу. Слушай, а расскажи, вот ты раньше занималась трейдингом, ты мне говорила, почему ты ушла из этой темы все-таки и пришла к долгосрочным инвестициям? Знаешь, у меня такое ощущение, что все, кто остаются в финансах, и в инвестировании, и в коучинге по инвестициям, они все проходили определенный этап, связанный с трейдингом. У многих это был начальный этап деятельности. И я не исключение. То есть все же люди считают, что когда кто-то говорит слово «инвестиции», фондовый рынок, что касается тебя, крипта, все как раз ставят равно трейдинг. И кто не знает слова трейдинг, торговля. То есть думают, что это
Приходишь, покупаешь, продаешь и таким образом там богатеешь. Сидишь на пляже, да, или как вот известный есть ролик, да, когда кликнул мышкой, и тебе там деньги посыпались. То есть ассоциации у всех такие. У меня они были, в принципе, такие же когда-то. То есть я была экономистом и по образованию, и по сфере деятельности я была топ-менеджером, управленцем. И именно с точки зрения финансов я знала, как вся эта система работает, но не до такой степени, чтобы на меня не действовали эти стереотипы. Они точно так же на меня действовали, потому что в вузах нас этому не учат. Разбираться, быть финансово грамотными. Я пошла учиться трейдингу. Я ходила на какие-то курсы, читала книжки умные. Сначала я пробовала чуть ли даже не на валютных парах, потом на фонде. Меня начало настораживать, что же не так? Потому что вроде все знаешь, разбираешься в графиках, в фигурах, там, в уровнях, в трендах, в каких-то там тенденциях рынка, в новостном, да, тренинге, когда ты смотришь еще на выходящие новости, да, на рынке. Вроде ты все это знаешь, вроде делаешь все по науке, но почему-то там как бы 50 на 50. Когда-то у тебя сделки прибыльные, когда-то ты уходишь в минус. И больше тратится, по-моему, нервов и сил, и времени, чем получается с этого профита. Я начала в этом разбираться. Я понимала, что там сама, да, что когда ты берешь график прошлый, да, где ты видишь уже, что было дальше на этом графике, очень легко сказать, ну да, вот этот индикатор так и сработал, да, вот, пожалуйста, вот здесь вот так и фигура и получилась, то есть после этой фигуры, либо после этого индикатора, либо там, ну, там же идет торговая стратегия, то есть в комбинации каких-то твоих моментов, на которые ты смотришь, вот оно реально так и сработало. Должно было пойти вверх и пошло вверх, должно было пробить уровень, пробило уровень, но почему-то это бывает только когда ты смотришь на те периоды, которые уже прошли, и где ты видишь результат. Когда ты смотришь на график, вот он сейчас, он такой, какая там дорисуется фигура, пойдет ли она куда надо, куда в следующий раз сейчас покажет этот индикатор вот в следующих таймфреймах, да? Это чисто теория вероятности. Я не помню уже, что это была за книга, то есть я очень много читала тогда. Это было, наверное, где-то, может быть, 8-й, 10-й, 12-й год, где-то примерно так. Я прочитала в одной из книг, где очень много фигур было рассмотрено. То есть эта книга реально по трейдингу была. Очень много было рассмотрено разных там ситуаций. Но там прям доказывалось, что чем дольше период, на который ты смотришь график, то есть если там у тебя таймфрейм дневной или там недельный, ты смотришь полностью весь график, который нам влезает на экран, то есть это там несколько лет, да, например, чем дольше, тем лучше работает теханализ. А когда ты смотришь те же, не знаю, часовые свечи, то у тебя вероятность того, что все твои показатели по теханализу, которые ты выстроил, будут вести к тому, что ты там по нему видишь, в общем, эта вероятность снижается. Не говоря уже о том, что интрадей-торговля, про которую мы сейчас говорим, да я так медленно подъезжала к этой теме, это, ну, вот это просто лотерея. Потому что невозможно на таких коротких периодах вообще что-то предугадать. И вот это было прям конкретно доказано, показано. И тогда я поняла, что да, я в своих сомнениях права была, и что я реально иду куда-то не туда, и начала уже немножко другие вещи изучать. Таким образом пришла к долгосрочному инвестированию с какой-то частью портфеля небольшой, там 15-20%, которая на самом деле используется в трейдинге, да, но в долгосрочном. То есть это может быть сделка на месяц, на 2, на 3, на год, например. А основная часть портфеля – это то, что... Ну, тут к крипте это не отнесешь, конечно, к фондовому рынку это можно отнести, потому что чуть-чуть другая механика действия. Да? То, что можно просто купить и спокойно в этом сидеть, да, понимая, что ты не заработаешь с этого миллионы, понимая, что ты там по одному там, кликанию мышки вдруг не разбогатеешь, но при этом понимаешь, что у тебя формируется капитал,
что он обгоняет инфляцию, что ты можешь себе запланировать, ежемесячно откладывая деньги через какой-то промежуток времени, зная, что у тебя будет там такая-то сумма, используя эффект сложного процента. Ну, то есть все по классике. Да, это может быть устарело, да, это может быть не совсем соотносится с тем, что ты говоришь, потому что в крипте это на самом деле чуть по-другому, и доходности там больше. Но это такой мой уже, соответственно, там, моему возрасту, там, моему мировоззрению, вот такая вот позиция. Я с тобой даже соглашусь в вопросе про долгосрочные инвестиции. Просто в крипте сроки короче, но по-хорошему, если мы хотим зарабатывать в крипте, вот как в долгосрочном инвестировании, у нас цикл в экономике длится там, ну, самый даже короткий там бизнес-цикл, там 8-10 лет хотя бы минимум, да, там более глобальные дистанции, если мы смотрим, там до 20-30 лет длится вот полный цикл такой большой. Вот в крипте просто этот цикл короче, 4-летний цикл халвинга биткоина, но по сути это все равно не то, что я там за неделю разогнал капитал или за месяц, или даже там за полгода. Да, мы понимаем особенности какие-то, ну, какие-то фазы рыночные, которые возникают, да, в результате циклов. Сам цикл быстрее, но это все равно не краткосрок, не то, что я там заработал на Ламборгини себе там, не знаю, за полгода там или за год. Все равно нужно длительный период времени, и все-таки крипторынок сейчас тоже меняется, он становится более капитализированным, как и фондовый рынок. И действительно, по соотношению риск-доходность, ну, лично мне крипта просто нравится больше, там большие просадки, большие риски, но, соответственно, доходности выше. То есть вот я составлял всепогодный портфель, недавно публиковал в своем канале, и у меня получилось, что S&P 500 там за последние 10 лет, там, если мы будем брать, средняя доходность получается около 6% в год в долларах. По биткоину, если мы берем за 10 лет, это около 35%. Но давайте будем честно смотреть правде в глаза. Мы брали и периоды там 15-16 год, когда просто ракетой там, ну не 15, а 16-17 год, когда биткоин ракетой рос, да, и можно было закупить его там за $100 и продать там за 20 тысяч потом. И мы рассматриваем более поздние периоды, когда вот у нас на восстановлении в 23 году биткоин вырос с 16 тысяч до там 70, то есть, ну это сколько там, 300% получается прибыли примерно можно было сделать с биткоина, но это уже другие проценты, другая доходность. И в среднем, наверное, на данный момент я соглашусь, что около 30% доходность по биткоину, вот. И если мы говорим про инвестирование именно в крипторынок, то речь идет именно о все равно каком-то периоде и именно о биткоине, потому что альткоины во многом своем, хоть это и технологии, но из-за низкой капитализации, это как пенни-сток в акциях. Это очень низкокапитализированные акции, которые легко разгоняются и легко также падают. Поэтому есть очень ограниченный период, да, альтсезон, мы все об этом говорим в канале, ждем, который длится буквально там от 2 месяцев до полугода максимум. Раз в 4 года вот есть такой период. А все остальное время альткоины это шитки, это монеты, которые, даже если за ними стоят серьезные технологии, они не вырастут в остальное время. Да, этот рынок идет к тому, что он более капитализированным становится, и со временем мы увидим, что и альткоины, технологичные, имею в виду именно монеты, станут, наверное, как акции IT-компаний. Тоже рисковые, но с хорошей доходностью. Но пока что они все-таки привязаны к этим циклам. И вот цикличность эта, она наблюдается и здесь. Василий, привет, расскажи нашим зрителям, чем ты занимаешься. Менеджер управляющей компании в России. Смотри, я общался с менеджерами премиальных клиентов в брокерских компаниях, и, в принципе, позиция большинства управляющих компаний, насколько мне известно, это резко негативное, отрицательное отношение к спекуляциям внутри дня. То есть там многие менеджеры уже также мне говорили о том, что они негативно настроены на спекуляцию фьючерсами, негативно настроены на трейдинг и считают, что это все не позволяет зарабатывать деньги, и самая нормальная стратегия это как раз таки инвестирование. Ну то есть классический подход, покупка активов в рамках тактических идей, которые могут с большей долей вероятности выстрелить на текущем рынке, но все-таки не именно трейдинг внутри дня. Расскажи, пожалуйста, что ты об этом думаешь, почему нету фондов с дейтрейдерами, и можно ли в принципе на этом заработать, как ты считаешь, какая твоя позиция в твоей управляющей компании? Я думаю, что дейтрейдинг – это маркетинговая уловка брокеров. В фондах такой подход не используется, как минимум потому, что у каждого фонда есть инвестиционная декларация. Это такие правила фонда,
которым управляющие обязаны следовать, иначе последует штраф или отзыв лицензии. Регулятор в лице Банка России довольно тщательно и жестко следит за деятельностью фондов, поэтому дейтрейдинг даже в самых гибких фондах не пройдет. А расскажи, пожалуйста, были ли исследования внутри твоей компании инвестиционной по дейтрейдингу? Есть ли какая-то позиция, какие-то данные, какая-то информация касательно того, вообще прибыльное это занятие или нет? Были ли такие исследования? Насколько мне известно, то не проводила. Довольно много информации есть в свободном доступе сейчас, как статьи, которые ты мне прислал. Профессиональные участники, которые ведут портфели клиентов или фонды, максимум могут использовать спекулятивные сделки для хеджирования портфеля. И хочу отметить, что хедж не всегда может пойти на пользу, не говоря уже о дейтрейдинге. А расскажи подробнее, что значит, что хедж не всегда может идти на пользу. Почему так? То есть, чтобы наши зрители понимали, потому что не все в теме, у всех зрителей наших уровень понимания разный. Все просто. Хедж может просто не сработать, потому что рынок может быть просто нелогичным, как, например, сейчас российский рынок. Также, если портфель большой и с плечами, то хеджа может быть недостаточно. Иными словами, что ты вроде захеджился, но по факту только теряешь. Как-никак хедж — это тоже спекуляция на какой-то отрезок времени. Причина может быть по макро, новостям или еще что-то. А ты сам пробовал заниматься дейтрейдингом, скальпингом или, может, торговлей внутри дня, внутри недели? Может быть, это было давно, там, до твоей работы в, собственно говоря, управляющей компании? И если да, то расскажи, пожалуйста, о твоих результатах, если там они были положительные, отрицательные, как? Нет, я им не занимался, ибо не вижу смысла. Мне просто лень тратить на это время, так как это полноценная работа. Привет, Катя, как дела? Вижу, хорошо проводишь время. Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, кто ты, чем ты занимаешься в нашей команде. Юра, привет. В целом я занимаюсь инвестированием и, в частности, инвестированием в криптовалюту. Примерно 3 года уже, и свой путь в криптовалюту я начала с покупки, наверное, еще самого первого твоего курса. И изначально криптовалюту я рассматривала как дополнительный источник заработка, потому что основная моя профессия — я врач. И сейчас так получилось, что я уже работаю в твоей команде. Ты знаешь тему нашей встречи сегодня, что мы обсуждаем дейтрейдинг. Я направлял тебе исследования. Расскажи, пожалуйста, удалось ли с ними ознакомиться? Интересно твое мнение, потому что в нашей команде именно ты держишь фокус на техническом анализе, на трейдинге. Расскажи, удалось ли ознакомиться, что ты думаешь по этому поводу? Ознакомиться, конечно, удалось. Очень интересные исследования. И в целом сложно на самом деле с ними не согласиться. И от себя могу сказать, что в последнее время я вот даже независимо от этих исследований пришла к выводу, что такая фаза рынка, что сейчас, мое мнение, стоит уйти от дейтрейдинга в пользу более каких-то долгосрочных инвестиционных идей. И связано это с тем, что сейчас такая фаза рынка, которая достаточно сложно прогнозируема, с большим количеством манипуляций. Я не скажу, что сейчас технический анализ совсем перестал работать. Нет, он, конечно, работает, но вот для меня вероятность прогнозирования, она как-то снизилась. И мне кажется, что вот сейчас лично для себя я решила немножко сменить стиль торговли с дейтрейдинга, перейти на более инвестиционные, более долгосрочные идеи. А что ты имеешь в виду под более долгосрочными идеями? То есть речь идет именно о более длительных сделках, о более длительных периодах, или речь идет о долгосрочном таком инвестировании «купил и держи»? Что ты здесь имеешь в виду? Нет, это не совсем идея «купил и держи». Это больше торговля на крупных таймфреймах, то есть это 4 часа и 1 день, и это история с более длительной отработкой. То есть это не история торговли на 15 минутах, когда ты за 2 часа там зарабатываешь профит 100%. Это более долгосрочная идея, отработки которых могут занимать и несколько месяцев. Но здесь опять свои плюсы есть. Это более безопасная торговля. Это торговля либо без плечей, либо прям с минимальными плечами. И это торговля как раз
вот для меня она вписывается в ту фазу рынка, которая сейчас у нас и происходит. Ну, то есть, правильно я понимаю, что это маркетинговая уловка, такая маркетинговый ход, что, будучи дейтрейдером, ты можешь зарабатывать на любом рынке, как все говорят в рекламных этих постах, во всех в баннерах, зарабатывая независимо от фазы рынка. Все-таки получается, что это не совсем так, это неправда. То есть, конечно, есть инструменты, которые позволят зарабатывать и на падении, и на росте, но это не совсем так, что на тебя денежный дождь будет сыпаться там в любом рынке. Получается, это все лукавство. Я, честно говоря, подписана на многие каналы, где я наблюдаю за многими трейдерами, которые в том числе торгуют и интрадей. И такая основная тенденция, которая сейчас есть, это то, что вот эти трейдеры, они торгуют именно скальпинговую торговлю, а скальпинговая торговля, она предполагает то, что ловятся прям такие небольшие минимальные движения цены, но, соответственно, чтобы на этом зарабатывать, надо заходить с большими плечами. И более того, что очень часто вижу такую сейчас закономерность, что это либо вообще без стопов идет торговля, либо это торговля с отрицательным соотношением риска-реварда. В моей картине мира это понятие риск-менеджмента не вписывается вот от слова совсем. И опять-таки, если смотреть вот по отзывам, зарабатывают ли подписчики таких каналов, которые вот по таким сигналам торгуют, то могу сказать, что в 90% люди просто сливают свой депозит, потому что не соблюдаются базовые правила риск-менеджмента, а без этого торговать на криптовалютном рынке это сливать депозит. Ну, то есть я уже это показывал в как раз-таки этом видео ранее про то, что вот есть стратегии копи-трейдинга и как выглядят аккаунты копи-трейдеров. Если что, сейчас заново выведем на экран вот эти вот картиночки. То есть, когда у человека идет сначала большая-большая прибыль, а потом, получается, идет слив депозита буквально одной-двумя сделками и укатывается в ноль. Там более того, что большинство трейдеров сами торгуют, рекомендуют по такому стилю торговли торговать на кросс-марже, а кросс-маржа это означает, что мы рискуем не только тем депозитом, который мы выделяем на сделку, но и в целом всем своим депозитом. Вот, и отсюда очень, соответственно, много отрицательных сделок. Ну вот да, ты уже говорила этот момент, то есть про то, что есть как раз такие закрытые комьюнити различные, и вроде ты говорила, что ты сама тоже в таких комьюнити состоишь. Вообще, в целом, расскажи, получается ли в таких комьюнити зарабатывать там, я имею в виду не скальперов, а там, просто дейтрейдеров каких-то или даже свинг-трейдеров, которые торгуют там внутри недели, получается ли у них на таком рынке зарабатывать, или это мы с тобой такие неумелые, у нас не получается, а остальные все делают легкие деньги на таком рынке? Ну вот как раз о чем я и говорила, что если сейчас и торгуют, то это скальп с высокими плечами, а вот именно такая позиционная торговля, дейтрейдинг, свинг-трейдинг, этого практически нет сейчас на самом деле. Ну, то есть, получается, что, резюмируя то, что мы обсуждали про скальпинг, про большие плечи, это кросс-маржа, отсутствие стопов и также отсутствие риск-менеджмента. То есть, если профит есть сейчас на каком-то этапе времени, это не значит, что этот профит будет продолжаться дальше. То есть, в этом смысле мы как раз попадаем в эти исследования, которые мы уже обсуждали, что у человека в моменте может быть идти профит, но потом, получается, в какой-то момент рынок его побреет и побреет очень жестко. Конечно, это то, что происходит сейчас. То есть идет там 5-7 удачных сделок, потом идет манипуляция биткоина, без стопов, кросс-маржа и все. Ну, если это какой-нибудь мем-коин, еще там Пепе какой-нибудь, да, который просто сносит. Что я знаю, есть любители. Даже снимал на канале, рассказывал, может быть, врезочку из видео сделаю прямо, что трейдер там как раз, когда майская, по-моему, манипуляция была, зашел там на кросс-марже без стопов в Пепе, всего лишь с третьим плечиком, с $1 миллиона ушел просто на $1000, его ликвидировало. Это вот кросс-маржа, отсутствие риск-менеджмента, отсутствие стопов тем, кто кажется, кто смотрит меня, там, кто торгует, кто думает сейчас, что меня это не коснется, я на опыте, я справлюсь. Вот отсутствие стопа — это вот такая штука, что никогда не знаешь, какие выйдут новости. Мы не можем знать новости, когда они выйдут, да, мы не можем знать, что за новости выйдут, мы не можем знать, как рынок отреагирует, но мы знаем, что если нету стоп-лосса, нет ограничения убытка, то по закону Мерфи рано или поздно этот момент наступит, и человека просто, ликвидируют,
ликвидирует, и какой бы ни был там депозит, если нет стопа, нет риск-менеджмента, можно просто спать, позиция может быть открыта, и ее просто сносит. Да, я вот только хотела сказать, что нельзя 24 часа менеджерить свою позицию, все равно так или иначе спать человеку надо, поэтому да, ночью часто такие истории происходят как раз, да. Я расскажу тоже свой немножко опыт, когда я только начинал торговать, вот, торгую, все идет в профит, все классно получается, я тогда торговал без стопа, думал, ну вот я мониторю, все, вот у меня сделка пошла, я сидел там, мониторил, проанализировал, сделка пошла, пошел там рост, я в лонг там ставил мемку, по-моему, доги я заходил, и я такой думаю, ну, все отлично, пойду пиво себе открою, просто встал, дошел до холодильника, открыл банку пива, все, у меня ликвидация, но у меня изолированная маржа стояла, у меня депозит сохранился, у меня позицию по доге ликвидировала, это вот, ну, когда я начинал торговать, так получается, что если без стопа на кросс-марже, то это слив всего депозита мог бы быть. Ну, понятно, что такой просадкой бы не ликвидировала, конечно, в моменте, но это, по крайней мере, могла бы быть убыточная позиция, которой бы мне пришлось морозить деньги надолго, там, на неделю, может быть, на месяц, ну, непонятно насколько, как-то ее вытаскивать хеджами, там, и так далее. Но раз на дейтрейдинге заработать невозможно, то почему же эта тема так популярна? И кто же на этом действительно зарабатывает? Предлагаю с вами пройти путь клиента, чтобы понять, где мы теряем деньги и в чей карман они идут. Итак, откуда люди обычно узнают о трейдинге? От криптобирж и брокеров. Биржи, брокеры и банки, как правило, рассылают людям информационные письма и рассказывают о стратегиях, проводят бесплатные какие-то обучалки, и люди таким образом узнают о таком способе заработка. Второй способ — это телеграм-каналы. Как правило, именно в ТГ чаще всего рекламируют бесплатные каналы с сигналами, где можно попробовать просто повторять сделки и уже зарабатывать. И третий способ — это реклама. Рекламу на самом деле можно объединить с бесплатными каналами в телеге, но просто это более широкий метод, и здесь мы уже говорим о таргетированной рекламе и любой другой рекламе, в том числе и рекламе у блогеров, и рекламе в ТГ. И этот способ чаще всего используют именно различные блогеры по трейдингу. Дальше этот человек, как правило, идет на какой-то бесплатный мини-курс или вебинар и уже знакомится с этими инструментами более подробно и более серьезно погружается в тему. Если это какой-то блогер, то человек может захотеть углубиться в тему и купит какой-то платный курс. И тут уже есть бенефициар, блогер. Либо он может захотеть вступить в закрытый клуб уже с платными сигналами. Опять же, это у трейдеров, которые дают бесплатные сигналы в телеге, такое тоже есть. И также у блогеров такая штука тоже есть. Конечно, человек может начать изучать информацию самостоятельно в бесплатном доступе, но в конечном счете рано или поздно он все равно придет на биржу и начнет торговать. И здесь зарабатывать уже начнет, собственно, биржа и брокер. То есть биржи и брокеры начинают зарабатывать за счет комиссии. Ну и опять же, за счет этого могут зарабатывать и админы каналов, и блогеры, потому что они могут давать свои партнерские ссылки реферальные, по которым они будут получать откаты от бирж и брокеров. Сразу хочу сделать ремарку, я не против реферальных партнерских ссылок. Это хороший способ для людей начать инвестировать, потому что, как правило, по ссылкам также бывают бонусы. Например, когда я заключаю партнерство с биржами или брокерами, я всегда стараюсь выбить выгодные условия, чтобы не только я получал реферальное вознаграждение, но и человек, который перешел по моей ссылке, получал сниженную комиссию, либо получал кэшбэки за счет своих торговых комиссий. Плохо здесь другое, пытаться людей всеми способами выгонять на торговые обороты вот эти. То есть биржи и брокеры чаще всего дают различные торговые турниры, промо-акции для того, чтобы люди активно торговали, совершали большое количество сделок, а с каждой сделки, соответственно, биржи и брокеры получают комиссии. То есть нет ничего плохого в том, чтобы открыть счет по реферальной ссылке и использовать биржу для инвестиций или других каких-то продуктов, которые позволяют вам действительно сохранять и приумножать ваш капитал. Но недобросовестный тот админ канала или блогер, который дает свои реферальные ссылки и при этом призывает людей совершать как можно большее количество сделок, а по факту сливать депозит по итогу, как мы с вами уже разобрали. Именно за счет такого обычно зарабатывают админы бесплатных телеграм-каналов с сигналами, именно бесплатных. И опять же, если человек торгует достаточно долго, то, как мы выяснили, рано или поздно он получит убыток. И в этот момент он начнет задаваться вопросом, а что же не так? И будет искать способ улучшить свою стратегию. Какие способы есть улучшить свою стратегию? Пойти учиться снова к блогеру на более дорогое наставничество или в закрытый клуб, либо в это уравнение добавляется
еще одна переменная — это различные аналитические сервисы по платной подписке, которые предоставят вам закрытую информацию, с помощью которой вы-то уж точно начнете зарабатывать. Опять же, дьявол кроется в деталях. Курсы и клубы — это неплохо, если только это не курсы и клубы по дейтрейдингу или скальпингу. Да и платные аналитические сервисы тоже полезны для аналитики, но опять же при использовании на более глобальных таймфреймах. Но человек все это покупает не для того, чтобы анализировать и лучше понимать рынок и зарабатывать реально на инвестициях, а покупает ради внутридневной торговли как волшебную таблетку, которая поможет ему в конце концов решить его боль, его проблему с тем, что у него не получается заработать на трейдинге. Но он же уже столько усилий в это потратил, и столько курсов прошел, изучил столько информации, столько денег насливал. Ну, наконец-то он должен начать зарабатывать на трейдинге. А сейчас давайте послушаем, что думают по этому поводу наши приглашенные спикеры. Слушай, расскажи, как ты думаешь, кто реально зарабатывает на трейдинге? Брокеры, каналы с сигналами, авторы курсов по трейдингу, кто? В первую очередь зарабатывает брокер, а уже потом блогеры или трейдеры, которые нагнали народу и получили денег с рефералок, слив депозит после пары удачных сделок. Каналы с сигналами некоторые могут помочь заработать, и тут есть несколько факторов. Первое. Стратегия автора канала не дейтрейдинговая, а хотя бы разбита на инвестиционную часть и спекулятивную, которая используется именно для хеджа. Второе. За тобой не следует много людей, так как чем больше людей, тем больше ты двигаешь цену при заходе и приходится ухищряться, а твои клиенты просто будут получать результат раза в 2 хуже тебя. Ну вот да, я тоже об этом всегда думал, что когда много людей следует, то они уже начинают двигать стакан, особенно это касается неликвидных каких-то активов, монет там, я не знаю, особенно низкокапитализированных, и потом они такие показывают скриншоты красивые, вот смотри, я заработал, а по факту люди, не дозарабатывают. В этом смысле получается, что как раз-таки автор канала фиксирует частично свою позицию значит, своих подписчиков, и потом подписчики начинают фиксить и таким образом двигают цену в обратную сторону. Что касается тех, кто учит трейдингу или там каких-то там каналов, где дают какие-то сигналы, можно обратить внимание на то, что вступайте в мой канал, там, например, я бесплатно вам даю сигналы, показываю, как я торгую, но только, пожалуйста, вы должны торговать именно вот там-то. И дают ссылочку. Человек уже должен задуматься, почему так. Потому что человек зарабатывает процент от этого брокера, куда приводят людей. А какой у людей будет результат торговли, это никого не волнует. Потому что брокеры зарабатывают на наших сделках положительные, не отрицательные ли они будут. Брокер свой процент всегда будет иметь. И так же, как вот эти вот люди, которые учат нас на своих сделках торговать бесплатно, да, они тоже будут этот свой процент иметь. Что касается брокеров, мне кажется, это они виноваты в том, что у людей такое понимание, что трейдинг – это так прекрасно, что я сейчас открою брокерский счет, положу туда денег, брокер меня научит, посмотрю несколько уроков и начну торговать и буду зарабатывать миллионы. Позволишь как раз прокомментировать этот момент про брокеров? Полностью с тобой согласен. У меня тоже есть реферальные ссылки на криптобиржи, но я не призываю людей активно торговать. То есть это скорее просто бонусы для того, чтобы человек открыл и начал инвестировать, и тогда ему выгода какая-то там, заниженная комиссия, например, по моим ссылкам, и мне тоже выгода. Возвращаясь к теме множественного источника доходов, у меня тоже много источников доходов, в том числе крипта, в том числе партнерские ссылки, в том числе мои услуги, которые я оказываю. Но в конечном счете все брокеры, биржи, по крайней мере, с которыми я торгую, у них постоянно вот акция, чемпионат торговый, поторгуй там, заработай, выиграй Lamborghini и так далее. И постоянно они вот это вот говорят. И, собственно, когда мне пишут криптобиржи для того, чтобы предложить о партнерстве, они мне говорят, там, вот у нас на фьючерсы такая низкая там комиссия или что-то еще, вот у нас турнир, вот у нас демо-счет, там деньги тестовые, попробуй, поторгуй, заработаешь с них, там ваучеры какие-то, да, которые позволяют попробовать без вложений заработать и дальше там что-то сделать с этими деньгами. Понравилось, ты вложил больше и потерял. Но биржа не заинтересована ни в том, чтобы мы там не теряли деньги, не зарабатывали. Биржа заинтересована в большом количестве сделок, чтобы брать с них комиссии. Поэтому здесь я с тобой полностью соглашусь. Всегда, когда мы видим какие-то криптобиржи, там постоянно вот упор
упор на фьючерсы, на сделки, на вот эти и так далее. Это тоже важная часть, которую мы обсуждаем сегодня. Люди зарабатывают за счет реферальных комиссий, которые дают вот эти партнерки биржам. Биржи зарабатывают за счет комиссий. Также есть стратегии исследования. Они вот есть на криптобиржах, когда можно подписаться, и опытный трейдер якобы будет торговать за тебя. И здесь то же самое. Трейдер берет там 10% с успешной сделки, но зарабатывает-то он за счет чего? За счет комиссий, да, за счет того, что он успешно торговал, твою сделку, которую ты повторила, он с нее 10% забрал. А если не успешно торгует, да, он, может, ничего с этого не имеет, но у него может быть большая аудитория, много подписчиков, и доход с успешных сделок у него будет перекрывать убыток с его убыточных сделок. Но подписчикам-то он не перекроет ничего. Тоже очень интересная такая схема получается. И, знаешь, получается, что брокеры вводят людей за нос, потому что им выгодно сейчас получить эти комиссии. Чем больше придут людей и начнут бездумно торговать, тем больше они заработают. Кстати говоря, тут же не только брокеры. Получается, в этой системе завязаны все. Брокеры, копитрейдеры, там, блогеры, которые продвигают этих брокеров. Курсы по трейдингу, кто продает, клубы по трейдингу, платные клубы по трейдингу, бесплатные клубы по трейдингу. Все, что касается именно трейдинга, ну, такого спекулятивного, они все, получается, в рамках вот этой вот одной системы, где они кормятся в конечном счете за счет последнего, как бы, да, в этой пищевой цепочке, кто в самом низу пользователя, и они все за счет этого вот кормятся и зарабатывают. Стоп. Но ведь у меня же тоже есть и свой курс, и клуб. Так где же провести грань между экспертом своего дела, человеком, который учит реальным навыкам, которые помогают реально зарабатывать, и тем, кто продает ложную надежду? Слушай, такой тонкий вопрос, я тоже считаю важным его осветить, поскольку мы с тобой работаем именно в сфере консультирования, мы обучаем людей инвестициям, ты в фондовый рынок, я в криптовалюту. В общем, бытует такое мнение, что эксперты зарабатывают на курсах, а не на своих знаниях, не на том, что они там совершают правильные действия в рынке, там, в фондовом или в криптовалютном. А тут мы еще проехались с тобой по трейдерам прямо так и говорим о том, что, условно говоря, там коучи и наставники по трейдингу, они и будут зарабатывать с тех, кого они учат, а на трейдинге они будут деньги только сливать. Расскажи тогда, как ты думаешь, как же все-таки человеку, зрителю провести грань, какую-то черту между, условно говоря, там, горе-экспертом, который ничего не умеет, ничего не знает, и его задача продать курс и заработать на своих подписчиках, и между реальным экспертом, такими как мы, потому что мы же продаем реальные твердые знания, которые в конечном счете позволяют людям, если использовать эти знания, менять свою жизнь. Смотри, давай начнем сначала с того, что мне может прилететь. Если ты такой прекрасный инвестор и умеешь так хорошо инвестировать, почему ты не живешь за счет инвестиций, а зарабатываешь на курсе? У меня папа прекрасный педагог по виолончели был. Я представляю себе, если бы ему кто-то пришел и сказал, почему ты зарабатываешь тем, что учишь студентов виолончели, а не идешь там на улицу, не кладешь кепочку, чтобы не играешь на виолончели, чтобы тебе давали денег. Вот это странно. А кто бы тогда учил нас в школе, в вузе, если бы все люди просто шли бы и зарабатывали деньги? Одно другому не мешает. Да? Должно быть в любом случае несколько источников дохода. Это мы уже перешли в финансовую грамотность. И если я честно могу сказать, не то, что я не получаю доход с инвестиций, его получаю, его не трачу. Я не живу на эти деньги, я его реинвестирую. У меня пока нет такого огромного капитала. Я так посчитала, что для того, чтобы мне жить так, как я хочу, мне нужно, как минимум $500 000 капитал, на проценты с которого я бы жила. И то это минимум. Да, у меня нет $500 000 капитала. Я пока еще столько не заработала, и я не заработаю его на инвестициях, потому что я не активный трейдер. И я не знаю ни одного активного трейдера, который там с нуля натрейдил бы себе такой огромный капитал. Я не знаю. Может быть, конечно, такие в мире есть, я в это не верю. Все-таки суть инвестиций в том, что ты работаешь где-то, и часть заработанного ты инвестируешь. И так же самое, как я работаю, это мой бизнес. Я учу тому, что я знаю, что я умею делать, и часть заработанного я инвестирую. Как же все-таки провести грань между, скажем, честным экспертом, который вот честно научит, как грамотно распоряжаться своими деньгами, приумножать капитал и зарабатывать,
и все-таки экспертом, у которого цель заработать на комиссиях легких денег или как-то обмануть, или, может быть, даже не обмануть, но продать какие-то знания, которые там не имеют ценности, или продать идею даже. То есть вот дейтрейдеры, они же продают идею, что можно жить за счет трейдинга, дейтрейдинга. Вот как же все-таки отличить, провести грань и сделать выбор, да, там, кому пойти учиться? Слушай, сложный вопрос. Проще всего сказать было бы сейчас, да, иди ко мне на фонду, к Юре на крипту. Но на самом деле, если без шуток, даже отзывы смотреть, ну, их нужно смотреть, отзывы, например, студентов, но они тоже могут быть разные, да, поэтому кто его знает, настоящие это отзывы или там попросили кого-то снять, это очень сложно. Надо смотреть программу, быть таким очень дотошным и перед покупкой очень много вопросов задавать по этой программе. А что мне даст это? А что мне даст это? А вот это вы мне просто покажете какой я получу результат конкретно? Смогу ли я вот взять и вот это вот сам сделать, например? Да? То есть, если у меня программа курса, если я показываю, ссылаюсь на какой-то сайт, что, ну, это тоже TradingView, да, потому что инвесторам он тоже нужен, все равно нужно смотреть графики, все равно нужно использовать теханализ в какой-то минимальной части, да. И если я говорю про теханализ и про TradingView, то у меня есть целый урок, как им пользоваться. Если я говорю про то, где выбирать, например, фонды биржевые, да, ETF на мировом рынке, если я говорю, что это там сайт ETF.com и сайт там Morningstar.com, у меня есть урок, как пользоваться ETF.com там полностью, можно повторять все мои действия и начать в нем ориентироваться. Насколько эта программа даст результат. Это сложно оценить, наверное, человеку, который не в теме. Можно, наверное, и запутаться. И когда ты не понимаешь, какая должна быть программа, да, как понять, какая она может быть. Если ты даже не понимаешь, какой ты хочешь результат, тоже сложно понять. Поэтому тут такого однозначного ответа нет. Но единственное, что я знаю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, потому что каждый человек, который вложил свои знания, свое время, свой труд в свой какой-то продукт, в его продвижение, вот он хочет отдачу получать от этого. При этом это не значит, что он не дает никакой пользы бесплатно. Да? Мы все даем пользу и в блоге у себя бесплатно. И как раз это возможность познакомиться и понять, насколько тебе подходит этот человек или нет. Причем важно, чтобы человек подходил же не только в плане компетенций как специалист, но и в принципе как человек. Вот в принципе, собственно, для этого-то и есть блоги по-хорошему, чтобы человек мог ознакомиться и сделать выбор. Вообще во многих воронках продаж есть изначально какие-то небольшие продукты. Какие-то там вот трипвайеры, да, это называется. То есть, когда ты вкладываешь там 1000, 2, 3, которые ты не боишься там потерять, покупаешь этот продукт какой-то первоначальный у кого-то, и, наверное, по нему можно сложить впечатление свое. Как человек этот объясняет, насколько он тоже понимает в теме. Тоже, конечно, можно там наснимать всего и запудрить мозги, но это тоже. То есть, если смотреть комплексно, да, сколько это стоит, нет ли какой-то странной халявы подозрительной, насколько хорошо сделан какой-то небольшой продукт, насколько там глубоко тоже погружение в тему. Потому что даже если продукт недорогой, или там у кого-то есть чек-листы бесплатные, или какие-то видео тоже бесплатные. Вот если в недорогих и в бесплатных продуктах человек дает какую-то пользу, и вы увидели, что да, вот я узнал то-то, 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 и я уже понимаю в этой теме что-то, и я уже знаю, например, как что-то сделать, что-то могу применить, и я хочу дальше получать знания этого человека, тогда, наверное, стоит это сделать. А если что-то настораживает, значит, наверное, не нужно. А настораживать может многое на самом деле. Надо тут просто к себе тоже прислушиваться, наверное. Ты мне задал сложный очень вопрос. Слушай, но получается, что мы с тобой подписчиков обманываем. Мы говорим, что можно зарабатывать на трейдинге. Ты как пример человека, который зарабатывает на трейдинге, а получается, что на трейдинге нельзя? Или все-таки можно зарабатывать, я имею в виду, но не на дейтрейдинге, а на каких-то более длительных таймфреймах? Про теханализ мы говорили сегодня, да, как раз про отработку, что теханализ там плохо стал работать в таком манипулятивном рынке на младших таймфреймах, но на старших таймфреймах-то получается все в порядке. Можно ли зарабатывать-то вообще по факту на торговых стратегиях? Я имею в виду не дейтрейдинг. Ты же для себя вот выбрала эти стратегии, чем-то руководствуясь. Расскажи свое видение подписчикам о трейдинге в целом. Конечно, зарабатывать можно, но опять повторюсь свою мысль, да, что просто под каждую фазу рынка
наверное, надо подбирать более приемлемый стиль торговли, стратегию. И вот сейчас я выбрала как раз вот такой более длительный инвестиционный позиционный трейдинг, потому что, да, чем старше таймфрейм, тем теханализ реально работает лучше, вероятность прогнозирования у нас выше, и плюс ко всему здесь фактически нет риска слива депозита, ликвидаций, то, что бывает при торговле там, с высокими агрессивными плечами. Наша первая задача – это не потерять депозит. И уже вторая задача – его попытаться приумножить. Так почему же трейдинг до сих пор существует, если по сути он является игорным бизнесом? Почему люди до сих пор верят в идею того, что на трейдинге можно зарабатывать? Вопрос ближе к нашей теме по трейдингу. Все-таки почему дейтрейдинг существует до сих пор, если есть научные исследования, причем даже они довольно старые, вот я их публиковал за 2012 год, за 2020 год. Многие люди, даже, собственно, наставники по трейдингу, мой наставник по трейдингу, у кого я учился, говорил, что на инвестициях я зарабатываю больше, чем на трейдинге. Если нету нигде, там, условно говоря, списков Forbes и каких-то топов трейдеров именно, да, то есть мы можем увидеть даже топовые инвестфонды и каких-то топовых управляющих, которые управляют капиталом, занимаются активным управлением, но все-таки активное управление это тоже там не трейдинг, не дейтрейдинг. Даже сюжеты, там, женщина выиграла в русское лото миллиард. Почему же по телевизору мы не видим сюжеты о том, как трейдер заработал там миллиард, там, триллион. Почему мы этого не видим? Мы видим сюжеты о том, как человек слил $1 миллион, торгуя Пепе. Но мы не видим сюжетов, как человек реально там разбогател на этом, заработал. И люди все равно продолжают желать развиваться в этом направлении. Как ты думаешь, будет ли трейдинг всегда? Что ты вообще думаешь по этому поводу? И почему он существует до сих пор? Конечно, будет. Конечно, будет. Это вообще двумя словами можно объяснить human nature. Это неплохо или нехорошо? Да, люди такие. Люди хотят, будем говорить красивыми словами, добрыми, люди хотят верить в чудо. С телевизора идет реклама, если мы говорим про российский рынок, там, кто? Тинькофф рассказывает, как это прекрасно. Кто еще? Ну, я кучу рекламы видела в телефоне. Играешь в какую-нибудь игрушку, там реклама идет, там начинается. Вот у меня в Казахстане тоже, да, какой-то супер-мега-проект, какой-то инвестиционный, который, в общем, все там разбогатеют. И люди в это верят. К тому же, это же им говорят такие уважаемые финансовые институты. Во-вторых, вот этот ореол такой вот этого человека, который сидит где-то на пляже, у него этот коктейль с зонтиком, да, тут у него ноутбук, и он кликает мышкой. Это у всех все равно в головах сидит. Я пробовала работать на пляже. Это неудобно, никто не будет этого делать. Это жарко, это не видно нормально экран. Это, работать ты будешь дома под кондиционером. Я только фотосессии на пляже делаю для Инстаграма, собственно говоря. По факту, да, у меня больше свободного времени. Я, конечно, тоже там работаю удаленно и так далее, но я не работаю на пляже, потому что это реально неудобно. Это какой-то шезлонг неудобный. Мне там мой геймерский стул, например, на котором я сижу, когда работаю, намного удобнее. Но люди верят в эту картинку, и люди верят в это чудо. И всегда будут верить. Так же, как почему до сих пор есть лотереи, когда там вероятность выигрыша тоже минимальная. Ну, лотерея, ладно, потратил там человек 100 рублей на этот лотерейный билетик, это не проблема, да. Почему казино? Есть еще и люди определенного склада, игроманы. То же самое ставить там на красное или на черное, да, либо тут на красное и на зеленое в графике ты ставишь. Один в один. И да, это будет всегда, поэтому это очень важно, мне кажется, вот какую-то просветительскую деятельность вести и рассказывать людям, что на самом деле не так это работает. И обидно еще очень, что люди, которые обожглись на трейдинге, мы тоже обожглись, да, но мы пошли рыть дальше. Мы пошли искать, а что же на самом деле такое инвестиции. А кто-то говорит, фу, это все вообще развод, обман, больше никогда, я лучше дома под подушкой буду держать деньги. И все, и человек себя отрезает от возможностей, которые, в принципе, все равно есть. Не такие, не халявные. Халявы нигде не бывает. Не халява, но на дистанции получается возможность сохранить капитал как минимум, приумножить, достичь больших целей, потому что как иначе достичь крупных финансовых целей, как, допустим, недвижимость, машина, образование детям, пенсионные накопления. Никак они под подушкой из-за инфляции сгорят. Они в банке из-за инфляции сгорят. В банке проценты, уникальная ситуация для России сложилась. Сейчас процент в банке выше, чем инфляция, но это
разовая такая, да, ситуация. Не выше. Это просто официальная инфляция такая нарисована. По факту реальная инфляция выше, поэтому все равно сгорают там деньги в банк. Безусловно, выше официальной инфляции, но не выше реальной. Но даже в России, там это в последний период времени только, даже в России исторически, да и в любой другой стране, все-таки доходность по вкладам ниже, даже официальной инфляции ниже, даже вот такой момент. Вот я, например, не игрок, вообще ни разу не игрок там в казино. Я думаю, ты тоже. Но, тем не менее, у нас с тобой был определенный опыт торговый, да, когда мы этим занимались, и у меня даже не так давно этот опыт, в конечном счете, привел к тому, что я делаю вывод, что трейдинг — это казино для умных. Умный человек не понесет деньги туда, где они могут потеряться, например, да, исчезнуть. Нам нужно чувство контроля, что от нас что-то зависит, что мы можем провести грамотный анализ, и этот анализ позволит нам сделать правильные действия и заработать. И трейдинг это чувство контроля дает. Не то, что мы на случай полагаемся, а то, что, да, есть определенный элемент случайности, но мы можем это контролировать. Все говорят, риски можно контролировать. Риски можно контролировать, конечно, но ты будешь ловить стоп-лоссы таким образом. А не поставишь стоп-лосс, там тебя ликвидируют. Поэтому здесь я с тобой согласен в том, что это человеческая природа. Я хочу этим видео сказать нашим зрителям. Трейдинг, да, это казино для умных. И относитесь к дейтрейдингу. Я не говорю там про, опять же, инвестиционные идеи, там, краткосрочные внутри года. Я не говорю про технический анализ. Он работает на больших таких дистанциях и дает хорошую проходимость сигналов. Но, опять же, у тебя есть $100. Ты можешь вложить $100 в сделку, которая даст прирост, там, я не знаю, 40% за там, 4 месяца, например. Это одна история. Или ты можешь зайти с 10-м плечом и заработать там 40% за день. Конечно, все на это ведутся и думают, что вот в первом случае я не разгоню капитал. Вот эта фраза «разогнать капитал», я не заработаю. А во втором случае я это сделаю. У меня может это получиться, я могу этому научиться. За счет такого позиционирования, что ты можешь контролировать риски, ты можешь предугадывать, анализировать и с высокой точностью, да, или там с какой-то хотя бы достаточной точностью предугадывать, прогнозировать, куда пойдет цена, создается ощущение, что я здесь там зарабатываю, да, на самом деле это все равно игра. Слушай, а как ты думаешь, почему дейтрейдинг до сих пор существует, если на нем невозможно заработать? Вот люди не знают, что на этом невозможно заработать. Я, например, достоверно до конца только недавно узнал о том, что на дейтрейдинге невозможно заработать. Тут все банально, как со ставками на спорт, человеческая жадность, необразованность, законодательные дыры. Итак, мы выяснили всех выгодоприобретателей. От рекламщиков и бесплатных каналов с сигналами до брокеров и криптобирж. А заодно разобрались, какие эксперты вам точно не помогут заработать, а чей опыт может быть действительно ценен. Ну а все-таки как же тогда зарабатывать на финансовом рынке, если не трейдинг? И работает ли технический анализ? Сегодня в интервью с экспертами мы уже упоминали, что технический анализ не бесполезен и хорошо работает для прогнозирования на более длительных дистанциях. Почему же так происходит? Расскажи, пожалуйста, про трейдинг, про технический анализ. То есть вот, допустим, младшие таймфреймы, торговля внутри дня, внутри недели, там, если ты смотришь, то отрабатывают хуже там и индикаторы, и фигуры, и вообще любой вид анализа. На старших таймфреймах все-таки выше проходимость, выше точность прогноза. С чем это связано? Вот как ты думаешь? У нас вообще весь рынок, да, он связан с настроениями инвесторов, с ожиданиями инвесторов, с какой-то конъюнктурой экономики, которую мы всю видеть и знать не можем. Мы не можем знать, какой банк сейчас там, или какая там управляющая компания, или какой там пенсионный фонд, там, не знаю, что угодно возьмет и что-то купит, либо что-то продаст. Никто этого не может знать, если там нет инсайдерской информации. И вот эти вот колебания, которые есть из-за факторов, которые мы никогда не узнаем, они сглаживаются на более долгих периодах. А на вот этих вот коротких интрадей колебаниях, да, не сработают какие-то индикаторы просто потому, что вмешался вот какой-то фактор, которым мы никто не можем знать. Есть какие-то тенденции рынка, есть тенденции развития экономики, да, есть тенденции развития технологий каких-то. Говорю про фондовый рынок, занимаюсь им, я на нем. Он все равно базируется на экономике.
В любом случае. Те же ожидания, они зависят от экономических факторов. От факторов развития от науки, технологий, ВВП каких-то государств. От этого никуда не деться. Это фундамент того, что происходит дальше. Понимая этот фундамент, понимая эти тенденции, понимая, что происходит и какие прогнозы, можно смотреть на график, да и график сам, он будет идти согласно этим тенденциям в любом случае. Я не знаю, сколько правильно мое объяснение, я считаю, что это так. Поэтому, если ты не можешь на что-то влиять и не можешь понять, что на это влияет, зачем туда вообще лезть? Как-то так. Кстати, я хочу сказать, что я с этой позицией полностью согласен. Когда мы говорим про торговлю внутри дня, любой индикатор, он все равно базируется на каких-то данных экономических, например, об торгах, об объемах торгов, о соотношении лимитных заявок, рыночных заявок, и так далее. То есть абсолютно любой индикатор, который мы будем использовать, он на этом базируется. Абсолютно любая фигура, которая у нас формируется, когда мы ее смотрим, мы тоже отталкиваемся от какой-то рыночной структуры, которая у нас есть, от соотношения сил между покупателями и продавцами. И когда мы говорим про большие дистанции, мы, как ты и говоришь, я с тобой в этом согласен, видим именно тенденцию общую, что у нас происходит в рынке. Когда мы говорим про какую-то дистанцию внутри дня, что мы видим? Мы видим спекулянтов внутри дня, которые пытаются конкурировать между собой. Мы видим манипуляции в результате новостей или даже не манипуляции, но просто влияние новостей, которые этих спекулянтов заставляют совершать те или иные действия. И поэтому, за деревьями леса не видно. Не видим таким образом, не имеем этой точности прогнозирования внутри дня, которая нам нужна для того, чтобы принимать верные инвестиционные решения внутри дня. Но уже на большей дистанции, когда мы анализируем больший объем данных, мы видим эти макротенденции, и они уже гораздо сильнее, чем новости какие-то, или чем действия даже какого-то одного крупного игрока рынка. Мы видим картину в целом, и уже таким образом мы можем строить прогнозирование, и точность нашего прогноза повышается. Это как, большая сила, скажем так, движущая для рынка, больший вес этих факторов, как они будут влиять на дальнейшее развитие рынка. Мои подписчики, даже некоторые, может, видели тебя, уже знакомились с тобой. Ты висишь у меня на сайте как успешный кейс, такой успешный человек, который научился торговать и делать хороший профит в трейдинге именно. Скажи, неужели исследования врут, что на трейдинге не получается заработать, или же получается речь именно о том, что это какая-то ситуативная такая стратегия под определенную фазу рынка? Я же сам видел эти скрины твои, твой профит, который ты скидывала. То есть расскажи подписчикам об этом, например. Как ты видишь применение этой стратегии дейтрейдинга, потому что, я так понимаю, ты раньше ее использовала, и как ты видишь, когда, на твой взгляд, эта стратегия вообще успешная, и может ли она быть успешной, в принципе, в умелых руках, или это безнадежная история, которой, лучше не заниматься? Нет, дейтрейдинг, конечно, абсолютно работающая стратегия, но опять при определенной фазе рынка. То есть сейчас у нас такая фаза рынка, где очень высокая доминация биткоина, и получается, все остальные монеты, они не самостоятельные, а они подвержены очень влиянию движения графика биткоина. И получается, что самостоятельный теханализ на отдельных монетах, он работает очень плохо, в связи с тем, что я уже сказала. Поэтому дейтрейдинг для меня абсолютно работающая стратегия, но при том моменте, когда доминация биткоина будет гораздо ниже, чем та, которая есть сейчас на рынке. А почему нельзя торговать тогда просто биткоин? То есть хорошо, у биткоина большая доминация, он хорошо капитализирован, мы можем внутри дня прогнозировать движение биткоина. Почему, например, ты предпочитала раньше торговлю альткоинами? Что мешает, например, заниматься тем же дейтрейдингом с капитализированным биткоином? Опять, если брать ситуацию по биткоину именно сейчас, то мы видим график биткоина последние пару месяцев у нас находится в боковике, и мы видим просто огромные манипуляции внутри этого боковика. Торговать боковик — это такая себе идея. В принципе, можно бота запустить на боковик, чем пытаться что-то там. Но это самое сложное — торговать боковик. Слушай, а расскажи про технический анализ. Почему его вообще, в принципе, бессмысленно применять для дейтрейдинга? И какое у него применение, если оно вообще есть? Есть ли смысл вообще в техническом анализе? Технический анализ может работать в совокупности с фундаментальным анализом, как и в фундаментальном анализе. В технике тоже есть свои модели, которые могут неплохо сработать. В дейтрейдинге не вижу смысла так, как ты просто можешь не успеть реализовать фигуру, и если инструмент, например,
малоликвидный, пару проскальзываний, и ты слил часть дипа, если не весь, так как трейдеры обычно работают с плечом. Какие же есть альтернативы трейдингу? А именно, как можно повысить доходность с использованием теханализа, чтобы при этом не уходить в заведомо убыточные стратегии, такие как дейтрейдинг или скальпинг. Ты говоришь, что у тебя есть инвестиционная часть в портфеле такая, и есть спекулятивная, там, 15-20% ты сказала. Все-таки, как я понимаю, это все равно не дейтрейдинг. Это такие идеи краткосрочные, которые там отрабатывают, в течение года, может быть, да, и ты там по ним фиксируешься. То есть, по сути, это или позиционная торговля, скажем так, или там инвест-идеи, что-то около того. В любом случае, это не трейдинг в классическом смысле. Ведь Это конкретные инвест-идеи, это то, в чем я готова там рискнуть, например. Мы не знаем, что будет с той же NVIDIA. Она как-то так начала расти. И я понимаю, что вроде как, может быть, я ее на хаях сейчас прикуплю, а может быть и не на хаях. Я на нее посмотрела, я ее купила. у тебя же она была уже в портфеле раньше, в принципе. Она у меня только в составе фондов была. Отдельные акции у меня не было. Я решила, что а почему не купить? В конце концов, я готова рискнуть этими деньгами и купила. То есть это так происходит, если мне приходит в голову какая-то идея, какая-то бумага, которая мне интересна, которую я вижу перспективы, и тут же я понимаю, что не проворонила ли я момент, потому что с NVIDIA я немножко проворонила, нужно было это делать раньше. Все равно я ее купила. Может быть, даже с таким исследовательским интересом посмотреть, что же будет дальше. Не вся тактическая часть моего портфеля заточена именно на то, что сейчас обгонит рынок, будет быстро расти, я продам. Может быть, даже это какой-то реальный исследовательский интерес, потому что в том числе мне важно иметь те бумаги в портфеле, которые в свой портфель помещают мои студенты, например. Это моя ответственность в том числе. И мой риск моими деньгами, если они хотят купить эти бумаги, я не могу сказать, что нет, не покупайте, это опасно, это рискованно. То есть про что-то я говорю, но про какие-то бумаги я не говорю. Я иду и покупаю это сама тоже. Это у меня, не знаю, может быть, такая моя гиперответственность меня почему-то подводит к таким шагам. Не знаю, насколько это правильно, но я делаю так. Я точно так же делаю, кстати говоря. Когда я веду клуб, например, публикую какой-то пост с инвест-идеями, какие-то монеты покупаю, я всегда пишу, что, друзья, это ваша ответственность, я отвечаю своими деньгами, то, что я это покупаю. Но вы отвечаете своими деньгами. То есть это не то, что оно вырастет, и не то, что я вам что-то обещаю. Я ничего не обещаю. Я просто делаю то, что я делаю. Я показываю, что я делаю. Ваш выбор повторять это за мной или не повторять. И у тебя, и у всех сейчас с дейтрейдингом, реально тяжело, очень тяжелые деньги, которые даются тяжелым трудом, если вообще даются, многие теряют. А что касается позиционного трейдинга, расскажи, в целом-то у тебя как получается прогнозы, то есть достаточно успешно, если мы будем говорить про более длительные периоды прогнозирования. При такой стратегии торговли, как уже говорила, вероятность прогнозирования лучше, и количество отработанных идей тоже гораздо выше, чем при торговле на более мелких таймфреймах. Но это получается уже не такая маркетинговая история, где ты зашел с $10 и за день или за неделю удвоил. Все-таки это получается ближе к инвестициям, и из-за того, что меньше сигналов, получается больше период, то доходность, она, конечно, получается хорошая, но это не так, что ты имея $100, зашел и, как любят говорить в рекламе, сделал миллион. В рекламе так говорят, по факту я таких людей не видела. Не среди трейдеров, и уж тем более не среди тех людей, которые торгуют по каким-то сигналам. Да, все верно, это более спокойно, такая более длительная история, но она же и более надежная. А что ты думаешь по поводу фьючерсов? Потому что в массах обычно такое мнение закреплено, что фьючерс — это спекулятивный инструмент с плечом, и за счет плеча он позволяет зарабатывать больше. То есть можно взять плечо X5, и если монета или акция выросла на 5%, то заработать при этом в 5 раз больше. Не 5%, а 25%. Понятное дело, что и риск больше. Та же монета просела на 5%, то и также убыток будет 25% в этом случае от вложений. Но, насколько я знаю, что инвесткомпании обычно используют фьючерсы для хеджирования. Расскажи, как ты думаешь, для чего нужен этот инструмент? Просто коротко, как вы его используете. Фьючерсы — отличный инструмент, бояться его не нужно, как и сделок в шорт. Да, в них есть эффект кредитного плеча, но ты можешь выбрать такой фьючерс, у которого гарантийное обеспечение может быть по карману. Также фьючерсы могут быть более ликвидными, чем некоторые акции, хотя это больше касается акций второго и третьего эшелона. Фонды обычно используют их только для хеджа
и не во всех фондах разрешено их брать. Я такого мнения. Фьючерсы – полезный инструмент в умелых руках. Опционы куда опаснее, на мой взгляд. А что ты думаешь по поводу торговых грид-ботов? С их помощью можно заработать или тоже бесполезная история? Я считаю, что инструмент может заработать тебе денег. Очень часто вижу, что торговые боты просто заполняют стакан и выдавливают обычных физиков. Сильно в эту тему я не углублялся, но считаю, что боты могут помочь заработать. Ну и если после просмотра этого видео вы все равно думаете заняться дейтрейдингом, то вот мнение приглашенных экспертов специально для вас. Что бы ты посоветовала человеку, который сейчас хочет пойти в трейдинг, в данный момент научиться там дейтрейдингу, или даже не учиться, а просто попробовать поторговать? Ну, во-первых, четко определить свои цели и четко понять свои риски. То есть какая цель того, что идти вот так вот торговать? Чего хочется? Разогнать капитал, да? А какова вероятность, что это произойдет? Если все-таки поверить нам, что это казино, то вероятность 50 на 50. Сегодня ты разгонишь, завтра ты все сольешь. То есть если каждый день у тебя вероятность 50% того, что ты будешь в плюсе, значит, сегодня ты в плюсе, завтра ты в минусе, послезавтра ты в плюсе, потом ты снова в минусе. И если вы хотите так попробовать, считаете, что нет, я-то все-таки самый умный, у меня все получится, делайте это на свои деньги, только на свои. Без плеч и без кредитов, тем более, да, и делайте это на ту сумму денег, которую вам реально не жалко потерять. Вот когда я разбиралась в трейдинге, я хотя бы не хватило ума на это, я делала все на свои. Нет, жалко было потерять, хотя бы, это была не трагедия. Потеряла эти деньги, я была к этому готова все-таки. Пробуйте, обжигайтесь, все-таки, что может быть лучше собственного опыта. Еще один совет, когда вы разочаруетесь в интрадей-трейдинге, не разочаровывайтесь, пожалуйста, в теме инвестиций, потому что тема инвестиций – это немножечко другое. Все-таки постарайтесь в ней потом разобраться. Приходите учиться инвестициям, в фонду, в крипту. Тут еще такой момент, который тоже считаю важно сказать. Вот ты сказала 50 на 50. Сейчас кто немножко знаком с темой риск-реварда, начнут говорить: я могу взять риск-ревард 3 к 1, и тогда я буду, когда я зарабатываю, успешных сделки зарабатывать в 3 раза больше, чем я теряю убыточный. Но это тоже лукавство. Не будете, потому что когда у вас, если мы говорим про вероятность, про теорию вероятности, про статистику просто, у вас получается расстояние до тейк-профита в 3 раза больше, которое вам нужно пройти, чем расстояние до стоп-лосса, которое вы выбираете. И у вас уже статистика не будет 50 на 50, а будет ниже. Опять же, она будет в лучшем случае в безубыток, если вы по мартингейлу торгуете или как-то еще, в худшем случае все равно на дистанции. Мы не говорим про краткосрочные периоды. В краткосроке, в моменте, и я за месяц разгонял капитал в 10 раз. Я делал это реально своими этими руками, я это делал. Но все-таки я пришел к тому, что я ухожу от торговли такой именно интрадей. И, собственно, для этого записываю свое видео. Я не буду больше позиционировать, в том числе и свое обучение, теханализ, как то, что его нужно применять для интрадей трейдинга. Его нужно применять для аналитики. Если вы учились на курсах каких-то по трейдингу, у вас сильная база по теханализу, это не бесполезное знание, не очень ценное, не очень полезное. Вы можете на этих знаниях зарабатывать за счет того, что вы будете делать хорошую аналитику, прогнозировать, но на дистанции. Это не дейтрейдинг. Здесь это не работает. Надеюсь, что наши подписчики нас услышат. В крайнем случае попробуют своими руками, но не будут рисковать большой суммой денег. И согласен, поддерживаю, что трейдинг и инвестиции – это разные вещи. Если не получается на таймфрейме внутри дня, на маленьких таймфреймах торговать, вы можете попробовать именно инвестировать, искать инвестиционные идеи, краткосрочные внутри года, внутри полугода, и просто, в принципе, инвестировать в долгосрок на дистанции. И тут уже гораздо выше вероятность, что вы получите результат. Но нужно время. Хочу от себя сказать спасибо тебе большое, Юра, за идею сделать такое видео, потому что это реально очень важно. Если хоть несколько человек мы убедим,
это и то, значит, что мы потратили время, силы там, вот, на то, чтобы это все записать и сделать, не зря. Слушай, всех спикеров, которые принимали участие в подобном интервью, кого я пригласил для создания своего фильма, традиционно спрашиваю совет для начинающего дейтрейдера. Что бы ты посоветовал тем людям, которые либо сейчас занимаются дейтрейдингом, либо хотят попробовать начать заниматься дейтрейдингом, думают об этом. Вот, расскажи, что бы ты им посоветовал. Если так хочется, то пусть попробует на сумму, которую не так жалко потерять, набьет шишки и вернется к инвестированию. Главное, чтобы не затянуло. А так, лучше не тратить на это время и найти способы заработать деньги иначе. В целом, я не против позиционной торговли, скорее в формате инвестиционных идей. Для тех, кто задумывается о таких стратегиях, посмотрите, пожалуйста, этот кусок интервью. Трейдинг — это вообще сложно, потому что бытует такое мнение, что вот научился, сидишь там на пляже, я не знаю, пьешь пиноколаду, в пару сделок зашел, заработал себе там на Lamborghini. Есть ли другие стратегии альтернативные, более интересные? Как ты думаешь? Конечно, да, трейдинг — это очень сложно. И если говорить о том, что ты хочешь зарабатывать деньги на трейдинге и делать это своей работой, то к этому надо относиться как к работе, как к полноценной работе. Много учиться нужно и обязательно работать со своей психологией. Прям вот то, что нужно обязательно, потому что без этого это не Lamborghini, а ноль на счете. Про психологию соглашусь, полностью поддержу, потому что это еще не только такая профессия. Вот есть профессии, где нужны мозги, там, если, там, кто меня смотрит, вы айтишник, вы умеете кодить, если вы умеете делать лендинги для сайта, например, да, у вас есть какие-то практические навыки, вы человек с головой, с мозгами, но в трейдинге недостаточно мозгов, нужна еще психология. Да, и это не меньшее значение абсолютно имеет. Нужна регулярная работа с психотерапевтом, потому что когда каждый трейдер обязательно сливает депозит, рано или поздно, нужно восстанавливаться. В том числе нужен специалист, который будет работать с вами, будет вас восстанавливать. Как спортсменов врачи спортивные восстанавливают, вот трейдеров, для них нужны психологи. И я могу сказать, когда я активно прям торговал, я также параллельно активно работал с психологией, чтобы не уходить в игровое поведение какое-то, когда там или море по колено, или отчаяние, например, полное, да, что я сейчас отыграюсь, вот чтобы вот этого не было, конечно. Ну, а вообще, стоит ли заниматься трейдингом человеку? И, в принципе, вот многие идут, да, в криптовалюту с мыслью о трейдинге. Есть ли что-то альтернативное для человека, если он, например, не хочет этим заниматься, хочет что-то более простое? В криптовалюте же есть большое количество стратегий, как можно зарабатывать деньги. И, наверное, трейдинг — это точно не самая простая, далеко не самая простая. Мне кажется, надо пробовать. Кому-то нравятся дропы, кому-то нравится трейдинг, кому-то нравится просто спотовое инвестирование, кому-то нравятся другие стратегии. Здесь надо пробовать, во всем разбираться. Здесь универсального совета нет. Ну, а ты-то будешь продолжать трейдингом заниматься или все? Нет, обязательно, конечно. Мне очень нравится трейдинг, мне очень нравится теханализ. Я постоянно учусь, какие-то новые курсы, какие-то новые обучения. Вот. Лично для меня это очень интересно. Что бы ты посоветовала тем, кто нас смотрит, кто хочет заниматься дейтрейдингом? Что бы ты им сказала? Самое первое — это, естественно, пойти учиться к профессионалам. Потому что база, которая изначально закладывается, это базовый теханализ, это очень важно, это то, с чего все начинается. А второе — это работать над психологией, обязательно разработать свою систему риск-менеджмента и придерживаться ее в 100% случаев, потому что в 99% ты ее придерживаешься, потом заходишь в одну сделку, на которой сливаешь весь депозит. Но правильно я понимаю, что если, например, человек пошел учиться теханализу, изучил его, пошел торговать на дейтрейдинге, и у него не получается торговать на дейтрейдинге, можно ли сказать, что там деньги и время на это обучение выброшены зря? Или эти полученные знания с теханализом применимы еще для других стратегий? Конечно, конечно. Теханализ, как мы уже и говорили, не знаю, и индикаторы, и фигуры, они работают на всех таймфреймах. База одна, просто вероятность успешного прогнозирования выше, чем выше
чем старший таймфрейм. Ну и все-таки, в принципе-то, дейтрейдингом заниматься стоит, потому что вот по исследованиям получается, что на дистанции, прям если мы говорим там на дистанции нескольких лет, зарабатывает вообще всего лишь 1% тех, кто торгует. То есть вряд ли это подписчики клубов по трейдингу или ученики. По крайней мере, если ученики там каких-то трейдеров, то это не массово явно. Там, условно говоря, из 100 учеников там 1-2 там будут торговать. Вот базируясь на этой информации вообще, стоит ли заниматься дейтрейдингом или лучше, вот вообще в принципе тебе как спокойнее торговать самой там эмоционально даже, да, дейтрейдинг или позиционка? Нет, для меня эмоционально спокойнее, конечно, позиционка, вот, потому что там просыпаться по ночам, проверять свою позицию, это, ну, такая себе история. Но дейтрейдинг под определенные фазы рынка неплохо тоже работает. Ну, то есть твоя позиция, что дейтрейдинг имеет смысл, но имеет смысл ситуативно все-таки. То есть не то, что я на любом рынке, а вот... Нет, не на любом. Для меня точно не на любом. По итогу выходит, что все законы рынка работают, но работают они на макроданных, на хорошей статистике. Внутри дня такой статистики просто нет, а расклад сил между покупателями и продавцами формируется на более длительном периоде. Вот и получается, что любая попытка спрогнозировать движение цены на маленьких таймфреймах заведомо обречена на провал. Торговые боты — дело другое, они просто отрабатывают на волатильности и забирают ликвидность у дейтрейдеров. А что касается фьючеров, опционов, структурных продуктов и любых других инструментов, то это просто инструмент. У каждого инструмента есть свое предназначение. Если вы будете использовать инструменты по его предназначению, то вы будете зарабатывать. Если будете использовать не по назначению, то, скорее всего, будете терять. Но по факту мы с вами разоблачили один из самых страшных и опасных мифов о том, что можно стабильно зарабатывать на краткосрочных спекуляциях. Пусть немного, но каждый день. Это не значит, что теханализ бесполезен, что нужно уходить из рынка или не использовать фьючерсы или любые другие инструменты. Но это лишь значит, что каждый инструмент нужно использовать по его назначению. И тогда вы будете получать профит. Пусть не 100-500% годовых, а более реалистичные доходности, но достаточные для того, чтобы вы получали от этого удовлетворение. Доходности выше вкладов, выше инфляции и выше рынка в целом. Для себя я осознанно принял решение никогда в жизни больше не заниматься интрадей торговлей, скальп торговлей и даже свинг торговлей. И принял решение использовать только позиционные сделки и фьючерсы лишь для хеджирования позиций и другие финансовые инструменты, которые рассчитаны на среднесрочное и долгосрочное получение прибыли. Фактически используя концепцию, в рамках которой есть инвестиционный портфель и тактическая часть, где я реализую инвестиционные идеи. Финансовые рынки не скам, и есть стратегии, которые действительно работают. Инвестиции, позиционная торговля, хеджирование, торговые боты и многое другое. Но краткосрочные спекуляции в конечном счете приводят к эмоциональному выгоранию и сливу депозита. А те, кто утверждает обратное, просто бенефициары на этом празднике жизни, продающие надежду на лучшую жизнь и получающие в награду откаты от брокеров и криптобирж. Либо продающие курсы по трейдингу и призывающие использовать смарт-мани, технический анализ или любой иной вид анализа не по назначению, а для краткосрочных спекуляций. Это моя позиция, и я считаю важным ее сказать. Если кто-то хочет поиграться, рассматривайте трейдинг как способ испытать свою удачу. Только не надо обманывать себя и убеждать в том, что это способ получать стабильный доход, а не игра. Если сегодня я смог хотя бы одного человека убедить уйти из краткосрочной торговли или не начинать заниматься этим, значит, день прошел не зря. А если кто-то мне не верит, считает себя умнее рынка и продолжает обманываться рекламными заголовками, что ж, и прибыли, и убытки инвестора, в конце концов, это ответственность самого инвестора. Не стоит слепо доверять кому-либо и даже мне. Проверяйте любую информацию и все подвергайте сомнению. И не забывайте делиться этим видео со своими друзьями, кто уже торгует или только думает начать заниматься краткосрочной торговлей. Причем неважно чем. Криптовалютой, валютой, акциями, товарами, фьючерсами. Это не имеет значения. Делитесь этим видео с друзьями, и пусть как можно больше людей узнает правду. Ну и не забывайте подписываться на мой YouTube канал и на мой Telegram канал по ссылочке в описании, если вы хотите лучше понимать этот рынок и зарабатывать на нем за счет инвестиционных и других серьезных стратегий, которые реально позволяют получать доход. Сохраняйте критическое мышление, думайте своей головой и, конечно, всем профита!